Всем добрый день! В этом видео я постараюсь рассказать и показать нюансы поклейки пенополистирола. Расскажу и постараюсь показать, с чего лучше начинать, как лучше клеить, на что клеить и так далее. Отвечу на самый популярный комментарий, почему не на гребенку. Почему на гребенку лучше не клеить, расскажу немного позже. А теперь постараюсь рассказать и показать по порядку, с чего нужно начинать, с чего мы именно начинаем. А начинаем мы обычно с цоколя. То есть, чтобы плотно сходились швы листов последующей вашей поклейки, ноль должен быть идеальный. Обычно ноль бывает между фундаментом и первым блочком, но это везде индивидуально, надо смотреть проект. Может быть немного ниже, может быть и выше. Мы обычно ставим отметку сантиметр от низа блочка, чтобы было хорошо видно линию. И лазером или водяным уровнем переносим везде по углам эту отметку. И потом шнуркой отбиваем везде вокруг дома эту линию. Так как она получилась не на шве, ее хорошо видно. И по этой линии спокойно уже клеим. Цокольный утеплитель клеится или с низом утеплителя, который идет из-под фундамента, или ставится на утеплитель, который вылазит из-под фундамента. Если цоколь не покрыт никакой гидроизоляцией, то белый утеплитель смело можно клеить только на один клей. Рамка плюс ляпухи. Но я бы рекомендовал еще поддувать пену там, где ставится лист. То есть в месте соприкосновения с утеплителем, который под фундаментом, который вровень идет с фундаментом или вылазит из-под фундамента. А вот насчет экструдера, я бы его не рекомендовал бы клеить чисто на цементный клей. Мы всегда используем клей-пену вместе с клеем. Экструдер очень проблемный насчет адгезии. Лучше всего рамка с клей-пены, посередине ляпухи. Ляпухи для того, чтобы держать слой. Потому что ровных цоколей в природе не бывает. Про гребенку и говорить нечего. С гребенкой наклеите бананов, будет все очень криво. Если есть подвал, желательно только экструдер использовать. Потом на него несколько слоев гидроизоляции и использовать мембрану. Закрывать мембраной. А что на цоколь лучше клеить? Смотрите проект. У вас все в проекте будет. Если есть подвал, то тот утеплитель, который будет под землей, не дебелируется. Его прижмет земля и будет хорошо держаться. А вот как здесь, в таких случаях, хоть тут и есть изоляция, лучше дебелировать. Потому что весной при морозном пучении может поднять цоколь и попортить вам основной фасад. Вот здесь в данном случае наклеена изоляция. Клеим на лепешки. Клей-пена периметр, клей-пена посередине. Клей-пена 100% будет держать, а лепешки чисто из-за того, чтобы выдержать слой. Потому что все криво, без лепешек на одну клей-пену устанешь ровно клеить по шнуру. И все равно здесь нету подвала, значит нужно дебелировать. Иначе, я уже ранее говорил, может поднять листы. К примеру, на этом вот видео цоколя будет видно только 15-20 сантиметров. Он заармируется, к нему прижмется мембрана и засыпется все землей. Я бы даже сказал, что вот эта изоляция лишняя здесь. Мембрана не даст пройти влаге, а если влага захочет, она и снизу попадет. С поклейкой цоколя более-менее ясно. Если уже фундамент утеплен, то все равно нужно искать ноль. То есть горизонт первого ряда нашего утеплителя. Ставим отметку, к примеру, на 4-м блочке. Переносим ее на все углы дома. Отбиваем шнуркой линию везде. И рулеткой ищем самое меньшее расстояние до утеплителя фундамента. Это будет низ нашего первого ряда. Переносим ее на 50 сантиметров вверх, если высота вашего листа 50 сантиметров. И это получится верх вашего первого ряда. Отбиваем по кругу и клеим. Между утеплителем фундамента и основным может получиться щель. Сантиметр, 2-3. В зависимости, насколько криво был поклеен фундаментный утеплитель. В это место позже вставляем полоски утеплителя. Если расстояние меньше, чем полсантиметра, то задуваем плотно. Лучше так, чем равнять экструдер. Он очень плохо режется, плохо шлифуется, и все равно вы ровно не выровняете.
Так вот, будем считать, что цоколь у нас есть, то есть поклеен или уже был поклеен ровно. Дальше начинаем поклейку основного утеплителя. Берем уровень и смотрим стены. Я буду говорить за одноэтажные, двухэтажные домики. На высотках все немножко по-другому. Так вот, пробежались с уровнем, посмотрели стены. Если видим отклонение хотя бы полсантиметра, все, гребенку можно забыть. Если еще взять в расчет, что сами листы по толщине бывают до полсантиметра разные, то с гребенкой ну никак не получится вам ровно поклеить. Сколько я не пробовал на гребень клеить, одна-две стены на всем доме. И то очень редко попадаются такие объекты, чтобы можно было бы хоть одну стенку начать клеить на гребенку. А чтобы потом в итоге получилось заармировать, как вот на этом видео, поклейка должна быть идеальная. Иначе, чтобы добиться такого качества, придется ставить маяки. Так вот, пробежались, посмотрели стены, убедились, что идеального уровня нету. Делаем слой сантиметр, 1,5 сантиметра. Начинаем клеить снизу, поднимаем углы. Если не опор, то обязательно добавляем клей-пену. Рамка клей, 3 ляпухи или 2. И посередине немножко клей-пены. Белый можно клеить смело чисто на клей, он ко всему хорошо прилипает. А неопор из-за разницы температур очень сильно прыгает на стене. Чтобы не выдумать там всякие велосипеды, очень много способов есть, все они ерунда. Добавляем клей-пену и все, и не паримся. Я уже миллион видосов, миллион шортов снимал на эту тему. Поляки, к примеру, подшлифовывают листы, пробуют клеить на один клей, но я что знаю, что он все равно может от разницы температур отскочить. Обязательно используем шнур, особенно если есть витринные окна. Через них точно никак не пройти ровно. Без шнура можно стеночку, ну там 6-8 квадратов, совсем маленькую. К примеру, я могу поклеить большую стенку без шнура, но потом я ее буду намного дольше шлифовать, чем бы я это время потратил бы на переставление шнура. Так вот, если цоколь поклеен ровно, или первый ряд, если уже цоколь был поклеен, и вы первый ряд поклеили ровно, то вся поклейка дальше у вас пойдет как по маслу. Швы не будут расходиться, все будет четко, ровно получаться. Клей-пену или пену абсолютно не жалеем. Я рекомендую дополнительно продувать каждый ряд, то есть между стеной и верхом листа, вот как сейчас вот на видео, вот это место продувать каждый ряд. А если хотите добиться вообще максимального эффекта, лучше поддувать вообще по периметру. Приклеили лист, дополнительно еще перед тем, как поставить следующий лист, продувайте место между стенкой и листом, ну, стык. Рама окна ни в коем случае не должна соприкасаться с клеем. То есть, если окна не вынесены, вот как у меня на видео, то на раму не должно попасть нисколько клея. Отступаем 10 сантиметров от края листа, и то место, где будет лист прижиматься к раме окна, пропениваем. Или на лист наносим пену сразу перед тем, как приклеить, или после, когда приклеили лист, когда лист застыл, окно заклеено пленкой, и тогда засовываем пистолет между профилем и утеплителем и задуваем. Даже если вот так повылазит пена, это ничего страшного, это все легко счищается, и потом прекрасно делаются откосы, и все четко получается. Чуть не забыл про оконный профиль. У нас он называется 108 профиль. Старайтесь использовать самый обыкновенный профиль, без никаких наворотов, как бывает сейчас с резинками и так далее. Тем более, если вы сами делаете и не профессионал. Замучаетесь потом подводить декоративку красиво ровненько к самому краю. Самый легкий ровно приклеить профиль вот на видео. Отбиваем отбивкой, заходим на раму 1,5-2 сантиметра, ставим отметки, отбиваем отбивкой и клеим. Проще уже некуда, все остальные способы ерунда. И насчет этого даже не спорьте со мной, я все перепробовал. Нюанс такой, если клинкер будет на откосе, можно меньше зайти, можно сантиметр или вообще по самому краю рамы поклеить. Но желательно все-таки заходить хоть сколько-то на раму, хотя бы полсантиметра. И сейчас расскажу вам про самое проблемное место, где большинство допускает очень грубую ошибку. Вот то место на видео между стропил до пленки не доходим с утеплителем 1,5-2 сантиметра. Обязательно. И самое важное, это место надо утеплять. Не клеить там, к примеру, до стропил только или ровно с мурлатом.
по высоте с мурлатом, а нужно клеить именно не доходя до пленки 1,5-2 сантиметра. Чтобы утепление не пошло коту под хвост, а все хорошо сработало, утеплитель, который будет в перекрытии или который будет в крыше, смотря что у вас утепляться будет, крыша или перекрытие, должен упереться вот в этот утеплитель, который фасадный, снаружи. И желательно, чтобы между ним никакого ОСБ не было. Как многие любят, ждут фасадчиков и прикручивают там между балок ОСБ, чтобы сделать проще фасадчикам. На самом деле это ничего не проще, только сами себе хуже делаете. К примеру, метровый лист можно спокойно 60 сантиметров выше мурлата поднять. Если у вас перекрытие насыпается, допустим, насыпная вата сантиметров 50, этого вполне хватает. Если все правильно сделать, вот как на видео, я утеплил, не дошел до пленки 1,5-2 сантиметра, потом придет утеплитель или с перекрытия, неважно, или с крыши упрется в мой утеплитель, который я приклеил. Все, не будет никогда никаких проблем, никакого конденсата не будет ни на фасаде, армопояс не будет промерзать, самое главное, и не будет конденсата внутри дома, ни на углах. Как часто бывает, в группах люди вкидывают фотки, а почему вот у меня там, допустим, угол мокрый или фасад мокрый? Да потому что у вас армопояс промерзает. Или пенопласт, упершись в пленку. А если его упереть в пленку, и еще, не дай бог, задуть плотно пеной, приклеить его к пленке, то рано или поздно там начнет образовываться конденсат, и этот конденсат потечет или вовнутрь, или снаружи. И будет или фасад, на фасаде конденсат, или будет в доме образовываться конденсат. Это, можно сказать, самое главное, самое важное место во всем утеплении. Насколько хорошо вы утеплите сами или вам утеплят, настолько потом у вас не будет никаких проблем с фасадом. Особенно по углам крыши. Самое проблемное, самое частое место, где бывают такие случаи, конденсат и так далее. Там должны быть поставлены правильно листы, и все хорошо, плотно обдуто. Вот, к примеру, как на этом видео. Ну, давай! По поводу уплотнения швов, не жалеем клей-пены или пены, не знаю, что вы там будете использовать. Суем пистолет, если листы хоть и плотно сходятся, суем 3-5 сантиметров вглубь между швов и продуваем. И заметьте, чем ровнее вы поклеили первый ряд или цоколь, у вас будут плотнее сходиться листы, то есть пойдет меньше пены потом на уплотнение швов. Чуть не забыл, самое главное, после того, как вы проклеили первый ряд, добрались до окон, поклеили 108 профиль, обязательно накрывайте сразу окна. Потому что, не дай бог, подует ветер, попадет пена на окно, потом могут остаться пятна. По поводу отливов делаем наклон 2 сантиметра. То есть возле рамы вниз 2 сантиметра, снаружи утеплителя 4. Это при толщине от 20 до 30 сантиметров утеплителя. Хватает 2 сантиметра. Если, допустим, утеплитель 15 сантиметров, то можно сделать 1,5 сантиметра наклон. Про дюбелирование. Если, к примеру, будет клинкер, то дюбелируем 40-50 сантиметров дюбель от дюбеля. Примерно. Некоторые дюбелируют и 30, но это я уже думаю чересчур. Смотря какой, конечно, будет клинкер. Если стандартный, хватает 40-50 сантиметров друг от друга, чтобы был дюбель. Под декоративную штукатурку хватает 2 дюбеля на лист. Это с головой хватает. Там вес небольшой, 100% все будет держаться. И обязательно фрезуем и вставляем потом таблетки с пенопласта. Иначе дюбеля будут промерзать, и через отделку, через декоративку будут просвечиваться дюбеля. То есть они будут промерзать, и в этих местах будет образовываться конденсат, и это будет видно. К примеру, какие лучше, вкручиваемые или вбиваемые? Ну, на мою голову вкручиваемые лучше. Ну, чуть не забыл самое главное. Не забываем про элки вокруг оконных проемов. И не только вокруг оконных проемов. Допустим, стенка переходит, ну, колонна переходит в парапет. Вот. И обязательно тоже в таком месте должна быть элка. Если элки нету, рано или поздно треснет. Через год, 2, 3, 5, но треснет.
И еще про грунтовку. Нет, не грунтуем мы стены перед поклейкой. Я уверен, что это абсолютно ничего не даст. Стены и так чистые, блочки свежевымурованные чаще всего бывают. И их чаще всего уже и так дождь промоет. Они абсолютно чистые. И насчет того, что грунтовка может и злую шутку сыграть. К примеру, цементная штукатурка не очень липнет. Лишь бы загрунтовать, это не всегда лучше. Вроде основные такие нюансы рассказал, может, что и позабыл. Пишите комментарии, будут мне идеи для следующих видео. И всем пока-пока.